В июле 2024 года Минюст Российской Федерации в очередной раз пополнил список лучших людей. В России он называется «Реестр иноагентов». Тогда в него попал и пианист Евгений Кисин. В министерстве заявили, что Кисин, в частности, цитирую, «выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку вооруженных сил Украины, в том числе в рамках своей гастрольной деятельности, а также осуществлял перевод денежных средств в адрес вооруженных сил Украины». Согласно сообщению, он участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. 53-летний пианист-виртуоз Евгений Игоревич Кисин с 1990-х годов живет за границей. У него есть гражданство Великобритании и Израиля. В 2006 году он получил премию Грэмми в номинации «Лучшее классическое сольное исполнение на музыкальном инструменте» за исполнение произведений Александра Скрябина, Николая Мэтнера и Игоря Стравинского. А через 4 года в номинации «Лучшее сольное инструментальное исполнение с оркестром» за запись 2-го и 3-го концертов для фортепиано Сергея Прокофьева. Музыкант высказывался на политические темы и ранее. Так, в 2021 году он подписал обращение к властям России с требованием освободить Алексея Навального, а через год осудил оккупационную войну и геноцид украинцев, которую начала Россия. В одном из летних постов этого года российский историк Тамара Эйдельман тогда так высказалась об этой ситуации после личной встречи с Евгением Игоревичем. Итак, цитирую. Великого музыканта, потрясающего пианиста, замечательного человека Евгения Кисина сегодня объявили иностранным агентом. С одной стороны, эта новость может вызвать только истерический смех. Ясно, что на всемирную славу Евгения Кисина это решение никак не повлияет. В России он уже давно не ездит, так что может вообще не думать об этом решении. Конечно, скорее надо волноваться из-за региональных журналистов, руководителей штабов Навального или остающихся в России ученых, которых заносят в этот список, превращающий по замыслу властей людей в изгоев. Но Евгений Кисин не просто музыкант, а поразительный, удивительный, великий исполнитель. Есть люди, которые считают его самым лучшим из всех живущих сегодня пианистов. Он гастролирует по всему миру, играет в огромных переполненных залах и играет поразительно. А еще он пишет стихи на идиш. А еще он помогает множеству людей. А еще он не скрывает своих политических взглядов и постоянно выступает в поддержку Украины. Уже несколько человек, услышав новость, воскликнули: «А Кисина-то за что?» Смешной вопрос. Можно подумать, что всех остальных за что-то. Задумалась, как бы поизящнее выразить свою мысль, а потом решила, что нечего тут церемониться. Граждане из Минюста, какие же вы придурки! Вы понимаете, что над вами теперь будет с презрением смеяться весь мир? Или по-другому скажу, понимаете ли вы, кто вы такие и кто такой Евгений Кисин? Сейчас, когда я пишу, в Москве уже заканчивается рабочий день, и какой-то человечек, потирая ручки, собирается домой. О нем теперь всегда будут говорить: это тот идиот, который объявил Евгения Кисина иностранным агентом. Ох, простите, что за грубость? Он же Россию-матушку защищает, этот человечек. Пытаюсь осмыслить, что должно происходить в недрах Минюста, в головах и душах людей, чтобы иностранным агентом объявили человека, который мог бы быть гордостью России. Впрочем, когда объявляли всех предыдущих, знаменитых и неизвестных, этот вопрос тоже возникал, конечно. Но теперь уже просто смешно. Сам Евгений Кисин смеется и говорит: «Мне наоборот до сих пор было обидно, что меня никак не признавали иноагентом». Я тоже смеюсь. Потом вспоминаю, как Пушкин смеялся, слушая чтение «Мертвых душ», а потом сказал: «Боже, как грустна наша Россия». Я несколько раз была на концертах Евгения Кисина. Каждый раз это было огромной радостью и придавало огромные силы. И дальше он будет выступать, надеюсь, еще много лет и приносить людям счастье. А человечек из Минюста попадет в ад. И там его приговорят к тому, чтобы круглые сутки слушать Лепса и Шамана. Безусловно, и я в очередной раз поздравляю выдающегося пианиста,
лауреата 2 премий Грэмми, одного из крупнейших современных музыкантов-исполнителей, чье имя начало звучать среди звезд первой величины еще с того момента, когда он в 12-летнем возрасте исполнил в одном вечере 2 концерта с оркестром Шопена, Евгения Игоревича Кисина с почетным внесением его имени в ряды порядочных людей. В России это специальный реестр. К слову, до внесения его в этот реестр Евгений Игоревич публиковал в Фейсбуке, также запрещенной соцсети для россиян, как и Инстаграм, следующий очень важный пост на 2 языках, английском и русском. Считаю важным его зачитать. Итак, цитирую. Дорогие друзья, я не хочу слишком политизировать свою страницу Facebook, но сейчас ситуация действительно катастрофическая. В июне 2021 года я выступил в Одессе, и мой визит туда стал одним из самых ярких впечатлений в моей жизни. Меня по-настоящему поразила красота и гостеприимство этого удивительного города, подарившего миру Бенну Моисеевича, Натана Мильштейна, Давида Ойстраха, Шуру Черкасского, Эмиля Гелельца и многих других замечательных людей, музыкантов и немузыкантов. Сейчас люди там на грани уничтожения до камней. Каждую ночь российские вооруженные силы обстреливают Одессу многочисленными видами ракет, целясь по портовой инфраструктуре, культурным объектам, гражданским домам и церквям. Они даже бомбят исторический центр Одессы, который является одним из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Им очень нужна наша помощь. Это вопрос спасения жизней, спасения мирного европейского города от разрушения. Украине катастрофически не хватает систем ПВО и всех видов вооружений, способных защитить их города. А они сегодня нужны Украине. Через полгода может не быть Одессы и нечего защищать. И в тот момент, когда они разорят Украину, в опасности окажутся и другие европейские страны. Пожалуйста, помогите Украине защитить себя, своих людей и свои прекрасные города. Немного ранее он дал интервью одному канадскому журналу. Итак, цитирую. «Если бы те санкции, которые Запад применяет сейчас против путинского режима, он применил 8 лет назад, после аннексии Крыма, то сейчас не было бы войны в Украине. Я вам скажу даже больше. Если бы Запад ввел такие санкции в 2008 году в ответ на вторжение Путина в Грузию и фактическую аннексию Южной Осетии, Путин не аннексировал бы Крым 5,5 лет спустя. И, возможно, к тому времени он даже уже не был бы у власти. Более того, если бы Запад ввел подобные санкции в 1999-2000 годах в ответ на геноцид в Чечне, то точно не было бы вторжения в Грузию и Украину. В своей речи, которая транслировалась по российскому телевидению непосредственно перед вторжением в Украину, Путин заявил, что Запад был очень несправедлив по отношению к России, цитирую, «даже при крайней открытости России в 90-х годах». Это заявление меня не удивило, потому что я хорошо знаю, кто такой Путин и чего от него следует ожидать. Однако меня очень удивляет то, что на Западе есть люди твердых демократических убеждений, которые разделяют эту точку зрения, что Запад напрасно вел себя как победитель в холодной войне. Для меня и моих друзей очевидно прямо противоположное. Запад не вел себя как победитель в холодной войне. И именно поэтому у нас сейчас все эти проблемы и трагедии. Почему после того, как Советский Союз прекратил свое существование, Россия унаследовала место в Совете Безопасности ООН? Я понимаю, что после Второй мировой войны, вероятно, было трудно избежать передачи этого места Советскому Союзу. Но почему оно досталось России после распада империи зла? Его следовало отдать достойной демократической стране, такой как, например, Канада, Австралия или Япония. И теперь мы все видим, какие проблемы из этого вытекают. После падения коммунизма Запад должен был поступить с Россией так, как он поступил с Германией после падения нацизма. Коммунистических лидеров должен был судить Международный трибунал. Запад должен был заставить Россию объявить вне закона коммунистическую идеологию, литературу и символику, построить десятки мемориалов жертвам коммунизма, постоянно каяться
и выплачивать репарации многочисленным жертвам кремлевских бандитов – евреям, украинцам, эстонцам, латышам, литовцам, грузинам, полякам, чехам и многим другим. Пятые колонны в Украине и странах Балтии должны были быть переданы России так же, как судетские и силезские немцы были переданы Германии после Второй мировой войны. Запад ничего этого не сделал, и посткоммунистическая Россия под руководством бывшего секретаря обкома КПСС Бориса Ельцина сразу же начала проводить внешнюю политику, противоположную западной, поддерживая Милошевича. Менее чем через год после распада Советского Союза, когда Россия лежала в руинах, ее министр иностранных дел Андрей Козырев, считавшийся большим либералом, имел наглость заявить в интервью газете «Франкфуртер Рундшау», цитирую, «Язык нравоучений неуместен в разговорах с Москвой». И Запад все это проглотил. Затем демократическая, в кавычках, Россия провела этническую чистку грузин в Абхазии, отняла Абхазию у грузин. И Запад позволил Ельцину это сделать и продолжал его поддерживать. Даже после Первой войны в Чечне, в которой погибло 80 тысяч человек, Запад не пошел дальше словесной критики, не применил к России никаких санкций. Это факты, печальные и позорные факты. Почему опыт с Гитлером почти 100-летней давности до сих пор не научил западных политиков тому, что диктаторов и убийц нельзя умиротворять, а нужно противостоять им самым решительным образом и всеми возможными средствами, что это не только право, но и моральный долг Запада, иначе он становится ответственным за преступления, которым поощряет диктаторов. Когда министр иностранных дел путинской России осмеливается сказать министру иностранных дел Великобритании: «Кто ты такой, чтобы читать мне лекции?», последний должен ответить: «Следите за своим языком, сэр. Я министр иностранных дел Великобритании, старейшей демократии мира, великой демократической державы, в то время как вы – чиновник преступного авторитарного режима. И поэтому вы и ваши приближенные должны быть благодарны за то, что мы только читаем вам лекции, а не уничтожаем вас». После всего опыта XX века, который наглядно показал, к чему приводят любые отклонения от свободы и демократии – коммунизм, нацизм, фашизм, клерикализм – неужели еще нужно объяснять, что Запад со всеми его недостатками и несовершенствами – лучшее общество на нашей планете, и что каждый, кто осмеливается противостоять Западу, а тем более бросать вызов священным принципам свободы и демократии, является дерьмом, которое, как и всякое дерьмо, заслуживает только одного – чтобы его как можно быстрее спустили в унитаз, чтобы оно не воняло и не портило жизнь хорошим людям. И яйца стал откладывать везде. Повылуплялись всюду головастики, в мозги молодняка, внедряя свастику, из-под тишка дела свои творя, превознося бандеру упыря. И стали мальчики хотеть под носом усики, и стали девочки носить потоньше трусики. Должен сказать, что для меня стало серьезным разочарованием, когда я понял, что западные принципы, западные идеалы и западная международная политика – это не одно и то же. Что большинство западных политиков десятилетиями предавали собственные идеалы и принципы. Другим ярким примером этого является то, что с момента создания демократического государства Израиль западные политики-оппортунисты вынуждают своего естественного союзника идти на уступки своим антидемократическим врагам, которые всегда были настроены на его уничтожение. Сейчас я могу только сказать им: если вы не сделаете все, чтобы помочь храброму украинскому народу победить в этой войне, изгнать агрессоров и убийц из своей страны, история никогда не простит вас. Война – это всегда горе, слезы, кровь и смерть тысяч, а то и миллионов людей. Агрессивная война, когда в нарушение договоренностей
армия одного государства вторгается на территорию другого, которая не нападала и не угрожала напасть на первое, это преступление, которому нет и не может быть никакого оправдания. Безусловно, на правду подпрыгнули все. От российского писателя, а точнее подписавшего контракт с Росгвардией очередного оккупанта Захара Прилепина, до заслуженной артистки и пианистки Екатерины Мечетиной, которая также состоит в президиуме Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Итак, начну с Мечетиной. Она в интервью редактору «Абзац Медиа» назвала предательством высказывание Евгения Кисина, таким образом пытаясь оправдать агрессию ее страны. Он говорит страшные вещи, он говорит чудовищные вещи просто. В России сейчас как раз фашизм. Почти все признаки фашизма, перечисленные в той статье в британской энциклопедии, присутствуют сейчас в России. Мне прислали ссылки на эти интервью, мне приходилось даже включать VPN, потому что там такие были ресурсы, которые у нас запрещены. Я включала. У меня волосы шевелились просто на голове. Он говорит страшные вещи. Вот это человек, который полностью отказался от русской культуры в себе. Он говорит, что я не хочу играть больше, не хотел. Был у него такой период, когда началась специальная военная операция. Он сказал, что он ничего не хочет слышать о русской музыке. Я не преувеличиваю, это его слова. Такая русофобия, страшнейшая. Я прочитала эти жуткие слова, ужасные просто. Вот мне кажется, что это предательство. Это предательство. Никакого другого слова я не могу подобрать. Я в шоке. Еще раз. Это ее слова на осуждение нападения на суверенное государство и критику известных людей, которые это поддержали. Также наверняка она знает и о том, что Евгений Кисин написал фортепианное трио с верой в победу суверенной страны. В самом начале первой части, во вступлении, изображена мрачная путинская Россия, предчувствие, предвестие войны. Вступление мрачное, да тогда еще и зимняя, февральская путинская Россия, предвестие войны. Главная тема – сама война, бомбардировки. Я в буквальном смысле изобразил эти бомбардировки глиссанда, скрипок и виолончели сверху вниз, а потом ударом кулаком у фортепиано в самом низу клавиатуры. Есть такой прием фортепианной музыки. Его использовал, например, Прокофьев в своей 6-й сонате. Это называется «кольпуньо», то есть кулаком. Вторая часть – трагедия Украины и ее народа. Во второй части я процитировал начало 2 украинских народных песен. Одна называется «Горе жмени горе», а другая «Ой, выйду ж я на могилу». Начало одной из них я процитировал в самом начале второй части, другой в середине. Ну а финал, как вы говорите, вселяет надежду в победу. В самом его начале цитируется начало украинского гимна, ну а дальше он о борьбе, о сопротивлении, или сейчас можно сказать о контрнаступлении украинцев и, в конце концов, о ее грядущей победе. Кульминация финала перед самой кодой – это процитированный уже целиком украинский гимн как ликование.
Захар Прилепин же написал пост во ВКонтакте, в той соцсети, в которой сейчас жалуются на массовые сокращения на фоне многомиллиардных убытков, по словам самих же сотрудников компании. Знаменитый пианист Евгений Кисин получил статус иностранного агента. По-моему, это первый случай, когда так отмечают всемирно известного академического музыканта. С людьми такого уровня стараются не связываться, чтобы они там не творили. Но здесь, кажется, дошло до сбора денег для ВСУ. Плетнев уехал, Соколов уехал, но у них второе гражданство уже было. По словам того же Кисина, Соколов вместо музыки русских композиторов попытался включать в свои программы сочинения украинских композиторов. Художественный результат предсказуемо печальный. Кисин – это другое. Ему было 12 лет, когда огромная машина советской пропаганды заработала на его имя. Большой зал консерватории, лучший оркестр страны, видеозапись, запись по трансляции диска с 2 фортепианными концертами Шопена, который тут же издается гигантскими тиражами. Кисин перерастает музыкальное событие и становится общественным. Кого-то трогает вдохновенная игра, кого-то внешность ангелочка. Но с детства он находится в центре общественного внимания. Ректор Гнесинки, который сам живет в однокомнатной квартире и спит на кухне у плиты, отказывается от новой квартиры в пользу семьи Кисина. Им нужнее. Целая история, как ему организуют в новую квартиру очень дорогой рояль. Дальше большая мировая карьера. Одно из последних выступлений Караяна на новогоднем концерте с первым концертом Чайковского. Я был на его выступлении в 1989 году. Очень плохой рояль, звучал здорово. Обаяние, которое не передает никакая запись. Признак настоящего артиста. Испанская рапсодия, грезы любви, тогдашний его репертуар. Неблагодарным человеком его назвать нельзя. Свою старую одинокую учительницу музыки, Кантор, он забрал в свою семью за границу, и она до смерти, почти до 100 лет, жила с ними. Когда нужно было чувствовать в фильме памяти Тихона Хренникова, с которым он ездил в совместный, первый для него зарубежный гастрольный тур, он нашел время, говорил очень хорошо, тепло. В корыстности его тоже трудно обвинить. Да, он один из самых высокооплачиваемых пианистов мира, но никогда не играет более 40 концертов за сезон. Считает, что полноценно играть больше нельзя. Все остальные играют сколько зовут. И по 200 концертов играют, как один наш очень известный пианист. Он, кстати, не доигрывает ноты в левой руке первого концерта Чайковского, думает, что народ не услышит. Нет, Кисин себе подобного не позволяет. Что меня в нем раздражало, это высокомерный, поучающий тон, последствия ранней славы и поклонения с детских лет. Он полный либероид и живет в своей реальности. Приезжает в Москву, играет без гонорара, в полной уверенности, что людей бесплатно пускают. Билеты продаются по $1000. Он летит на частном самолете вместе с родителями, у которых есть возможность пообщаться с друзьями. Лучшие отели. Все это стоит денег. Да и либеральные друзья в бескорыстии не замечены. В результате нереально дорогие билеты. Он этого не видит. Из того, что о Кисине слышал я. Поддержка запрета русской культуры, сравнение с Вагнером, которого до сих пор не играют в Израиле, уже играют, что нужно запретить русскую музыку, которая воспевает русские победы, в частности увертюру Чайковского, 1812 год, что нужно запретить картинки с выставки, в частности последний номер «Богатырские ворота»,
потому что в названии упоминается город Киев. Это за гранью добра и зла. Не поленился, послушал, как играют картинки с выставки сам Кисин. Не очень убедительно. Китаец Ланг-Ланг лучше, но именно последний номер звучит у него очень ярко. Я прямо вижу, как взламываются ворота концентрационного лагеря, и воины света, советские, несут жизнь узникам. Вот уж где столь важная для него тема еврейства. Я все ждал, когда он призовет запретить 7-ю симфонию Шостаковича. Уж что больше связано с воинскими победами России. Но здесь Кисин промолчал, как и ни одного слова в осуждении Израиля. Ничего нового, но свое звание он заслужил честно. Что ж, это тоже часть государственной политики в области искусства. Даже всемирно известным людям иногда стоит помолчать, и если что, то церемониться с ними не будут. Позиция есть позиция. Конец цитаты. Предвосхищая все это, Кисин еще в 2022 году так описал понятие фашизма. Итак, цитирую. «Вскоре после того, как я уехал из России в США в конце 1991 года, мне однажды довелось оказаться в компании наших эмигрантов, с возмущением обсуждавших опубликованную незадолго до того статью Татьяны Толстой, в которой та писала, какая плохая Америка, что люди там выглядят затравленными и тому подобное. Ее надо раскрушить, кипятился один из эмигрантов. И вот теперь пост Толстой в Фейсбуке, запрещенном ныне в России, о том, что такое фашизм. Так что же на самом деле такое фашизм? Откроем, пожалуй, самый авторитетный источник в мире, британскую энциклопедию, и прочитаем. Фашизм – политическая идеология и массовое движение, доминировавшая во многих частях Центральной, Южной и Восточной Европы между 1919 и 1945 годами и имевшая также приверженцев в Западной Европе, Соединенных Штатах, Южной Африке, Японии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Хотя фашистские партии и движения значительно отличались друг от друга, они имели много общих характеристик, включающих крайний милитаристский национализм, презрение к выборной демократии и политическому и культурному либерализму, веру в естественную общественную иерархию и правление элит, и стремление создать национальное единство, в котором индивидуальные интересы были бы подчинены благу нации. Среди историков и политологов существуют значительные разногласия относительно природы фашизма. Одной из причин этих разногласий является то, что два исторических режима, которые сегодня считаются хрестоматийно-фашистскими, муссолинистская Италия и нацистская Германия, отличались друг от друга в важных аспектах. В Италии, например, антисемитизм официально отвергался до 1934 года, и только в 1938 году Муссолини ввел ряд антисемитских мер для того, чтобы упрочить свой военный союз с Гитлером. Еще одной причиной является известный оппортунизм фашистов, то есть их готовность делать изменения в официальной позиции своих партий с целью победы на выборах или консолидации власти. По этим и иным причинам не существует общепризнанного определения фашизма. Тем не менее, можно установить определенное число общих свойств фашистских движений между 1922 и 1945 годами. Далее идет перечисление и подробное описание этих общих свойств. Оппозиция марксизму, оппозиция парламентской демократии, оппозиция политическому и культурному либерализму, тоталитарные амбиции, консервативные экономические программы, корпоратизм, мнимое равенство социального статуса, империализм, военные ценности, массовая мобилизация,
принцип лидерства, новый человек, прославление молодежи, образование как создание характера, декаденство и духовность. Здесь объясняется, что фашизм противопоставляет декаденству духовность. Насилие, крайний национализм, создание козлов отпущения, популизм, революционный образ, антиурбанизм, сексизм и женоненавистничество. И, наконец, самое последнее предложение статьи о фашизме в британской энциклопедии звучит так, цитирую. Другие национальные лидеры в первых 3 десятилетиях 21 века, авторитарные и националистические подходы которых имеют некоторые черты, общие с фашизмом, включают Александра Лукашенко, который стал президентом Беларуси в 1994 году, Виктора Орбана, который был премьер-министром Венгрии в 1998-2002 годах и затем снова с 2010. Владимира Путина, который пришел к власти в России в 1999. И Жаира Болсонару, ставшего президентом Бразилии в 2018 году. Как видим, с научной точки зрения, фашизм – это гораздо более сложное и многогранное явление, чем описание его Татьяной Толстой. При этом вышеперечисленные общие свойства фашизма, за исключением последних 3, как раз очень присущи нынешней России. Что же касается Украины, которую Россия сейчас бомбит и захватывает, единственное из этих свойств, присущее ей, это оппозиция марксизму, что, впрочем, объединяет ее со всем цивилизованным миром. Как известно, это свойство присуще далеко не только фашизму, а с другой стороны, некоторые другие свойства фашизма – оппозиция парламентской демократии, оппозиция политическому и культурному либерализму, тоталитарные амбиции и так далее – всегда были присущи тем государствам, официальной идеологией которых являлся марксизм. Недаром в той части вышеупомянутой статьи, где подробно рассказывается об оппозиции марксизму, сделана оговорка о том, что, несмотря на ярую оппозицию фашистов марксизму, некоторые наблюдатели заметили значительные сходства между фашизмом и советским коммунизмом. А теперь перечитаем, что является фашизмом по мнению Татьяны Толстой. Фашизм – это когда верят, что есть люди первого сорта и второго сорта. Этносы, нации, страны, хорошие и плохие, важные и неважные. Что ж, применим определение, данное Татьяной Толстой. В одном из стихотворений министра иностранных дел России Лаврова есть такие слова: «Люди низших этнических форм». Более того, использованы они в следующем контексте. В этом стихотворении Россия изображена в образе победоносной лошади, и повалятся в грязь перед клячею люди низших этнических форм. В свое время Сергей Лавров по случаю очередного Нового года, который по китайскому календарю был годом лошади, написал стихотворение, в котором изобразил Россию победоносной лошадью, и в котором, в частности, были такие вот строки. «И повалятся в грязь перед клячею люди низших этнических форм». Батюшки, я даже не помню такого. Было такое, это есть в интернете, и Лавров никогда от этого своего перла не отказывался. Президент России Путин, как известно, утверждал, что украинцы не настоящий народ. Согласно характеристикам, данным Татьяной Толстой, все это самый настоящий фашизм. А стало быть, уже по той причине, что такие высказывания делают министр иностранных дел и президент, не говоря об остальных многочисленных вышеприведенных признаках, Россия – самое настоящее фашистское государство. За 4 с лишним года до моего рождения Анна Даниловна Артобалевская, известная учительница фортепиано в Московской центральной музыкальной школе, у которой моя старшая сестра Алла начала учиться до поступления в школу, объяснила нашим родителям, что с фамилией Отман мою сестру, несмотря на ее талант, в ЦМШ не возьмут. И потому, чтобы поменять фамилию Алли, наш папа был вынужден взять мамину фамилию – Кисин. Звучало нейтрально. Так что, вопреки традициям всех времен и народов,
Мне, как, впрочем, и очень многим евреям в коммунистической России, никогда не довелось носить фамилию своего отца. Когда я был ребенком, то изо дня в день слышал от других детей во дворе следующие высказывания. «Мы из тебя сделаем шашлык по-еврейски». При этом мне показывали длинную железную палку. «Эй ты, еврейчонок, еврейская душа, у тебя мама плохая, еврейская». А один из наших взрослых соседей однажды накричал на меня, 6- или 7-летнего ребенка: «Еврейская морда, уходи отсюда!» О том, как мне в детстве жилось в России, свидетельствует небольшое стихотворение, которое я написал, когда мне было 10 лет. «Я бедный еврей. Сколько горя испытывал я. Я видел Балтийское море, леса и поля, Поволжье, Кавказ, Украину. Все это как рай. На родине ж я, как в пустыне. Ведь все со двора, все антисемиты жестокие галдят надо мной. Еврей, еврей, жид, одинокий я в речушке людской». За 10 лет до того такой же опыт был у Аллы. Когда мама впервые отпустила ее гулять во двор, сначала бабушки на скамейках стали расспрашивать ее, как зовут маму и папу, и при этом усмехались. Маленькая Аллочка тогда, разумеется, не поняла, почему. А потом другие девочки сказали ей, что не хотят больше с ней играть, потому что она еврейка. И то же самое заявили нашей маме, когда та вышла во двор, чтобы заступиться за своего ребенка. Когда мы переехали на новую квартиру, вскоре после переезда одна из соседок стала предъявлять претензии Алле по поводу того, что в нашей квартире звучит музыка. Когда Алла стала объяснять ей, что ее младший брат учится в музыкальной школе и потому должен заниматься музыкой дома, соседка спросила, неужели нельзя включить не на полную мощность? А когда Алла сказала ей, это ведь не радио, а живой человек играет, как же вы не понимаете? То в ответ услышала: «Да, это вы все понимаете. У вас нация такая». Когда мы с семьей в 1986 году отдыхали в Доме творчества композиторов Иваново, уборщица, милая русская женщина из соседней деревни, проникшаяся к нам симпатией, рассказала нам, что композитор Чернов и его супруга, которых, в отличие от других отдыхающих, поселили в только что выстроенной каменно-двухэтажной даче, заявили ей: «Да, в такую дачу с собак и жидов пускать нельзя». Когда мы несколько лет спустя отдыхали в Доме творчества композиторов Руза, однажды я вышел за ворота, и проходившая мимо женщина задала мне какой-то вопрос. Я ответил, что не знаю, и вдруг услышал: «Ты не русский». Я так удивился, что у меня вырвалось: «Почему?» «Так родился», — объяснила мне незнакомка. Тогда я подумал, может быть, она имеет в виду не русский, а рузский, из Рузы, и спросил ее об этом. «Не», — подтвердила она, — «ты не русский по паспорту». И, наконец, во время нашего самого последнего отдыха в 1991 году в самом центре территории Дома творчества стояли бетонные блоки, на одном из которых красовалась надпись большими буквами: «Жиды, лучше голодать стоя, чем жрать на коленях». Когда в августе 2004 года я в первый и единственный раз после моего отъезда из России приехал туда просто так, без концертов, то однажды, идя по улице в центре Москвы, увидел молодого человека, который орал на всю улицу. За несколько дней до того произошли теракты в самолетах. «Русские люди гибнут в самолетах, а мы охраняем жидовню». У меня, разумеется, очень много знакомых и друзей, российских евреев. И абсолютно у всех из них многократно был в России такой опыт. И, кстати, он был не только у евреев. Юрий Нагибин в своей написанной незадолго до смерти автобиографической книге «Тьма в конце тоннеля» подробно рассказывает о том, как ему с детства и на протяжении всей жизни приходилось быть то жертвой, поскольку дети в его дворе и школе, как и он сам в то время, думали, что его отчим еврей – это его настоящий отец, то свидетелем русского антисемитизма. И в конце делает следующий вывод. Есть одно общее свойство, которое превращает население России в некое целое.
Я не произношу слово «народ», ибо, повторяю, народ без демократии – чернь. Это свойство – антисемитизм. Только не надо говорить «позвольте», а «такой-то». Это ничего не означает, кроме того, что такой-то по причинам, неведомым ему самому, не антисемит. Таким образом, вопреки утверждению Татьяны Толстой, согласно ее собственному определению, Россия – это абсолютно фашистская страна. За 30 же лет моей жизни на Западе, где уже несколько столетий царит парламентская демократия и политический и культурный либерализм, мне ни единого раза не довелось услышать чего-либо подобного. Более того, я помню, как в середине 90-х годов главу американской организации «Нация ислама» Луиса Фарахана не пустили в Великобританию за антисемитизм. В России, правда, тоже есть закон, запрещающий разжигание национальной, расовой, религиозной розни. Но мой школьный учитель истории, а ныне зампредседателя Московского антифашистского центра Виктор Юрьевич Дашевский, уже несколько десятилетий пытается бороться с фашистами-антисемитами, используя этот закон. И каждый раз безуспешно. Однажды в середине 90-х он пришел в Генпрокуратуру к следователю по особо важным делам. Подчеркиваю, не к какому-нибудь Васе Пупкину, а к следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации. И показал ему фотографии митинга, на которых красовался плакат с надписью «Перекрыть жидам кислород», на что следователь по особо важным делам заявил: «Ну, это мне нужно будет послать на экспертизу, чтобы установить, действительно ли это разжигает национальную рознь. Хотя, конечно, если перекрыть кислород, то человек умрет». Слово «жиды» его явно не смутило. Тогда Виктор Юрьевич сказал: «Ну хорошо, с кислородом, допустим, вопрос непростой. А вот когда-то был такой лозунг: «Бей жидов, спасай Россию». Как вы считаете, этот лозунг разжигает национальную рознь или нет?» Задумался следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации и ответил: «Вы знаете, я не знаю, я не могу понять. Поэтому повторяю еще раз. Согласно определению самой госпожи Толстой, Россия – самая настоящая фашистская страна и фашистское государство. Была и есть. А вот что касается Украины, там не только царит парламентская демократия, политический и культурный либерализм и прочее. 4 года назад на демократических выборах более 70% украинцев избрали своим президентом еврея. Это антифашизм. И вот отрывок из письма, которое я недавно получил от одной беженки из Украины по фамилии Варданян. Цитирую. «Особенно дико звучат обвинения российских властей в том, что в Украине присутствуют признаки фашизма. Будучи представителем другой национальности, не украинка по своему происхождению, у меня лишь четверть украинской крови. Я ни разу не сталкивалась с проявлением ксенофобии, живя много лет в Киеве. Украина всегда была многонациональным государством, в котором разные народы жили дружно и сегодня также дружно встали на защиту своей родины, потому что кем бы ты ни был по происхождению, сегодня ты украинец. Это антифашизм. И тут я, кстати, не могу не вспомнить для сравнения одну мою старую подругу-армянку, выросшую в России, которую в московской школе, где она училась, другие дети дразнили: «Армяшка в жопе деревяшка». Таким образом, в отличие от России, Украина антифашистская страна и антифашистское государство. И потому слава Украине. Я также сделала несколько видео о пианисте, на что исключительно из-за российских комментаторов и путинской ботафермы открылся настоящий портал в ад. Одним из последних комментариев от агрессивных российских любителей музыкального искусства было пожелание еще раз рассказать о Кисине. Но у меня есть предложение получше. Цитаты из книги Сати Зараевны Спиваковой, советской и российской телеведущей, автора и ведущей программы «Сати. Нескучная классика» на телеканале «Культура». Кто не знает, она жена выдающегося российского скрипача и дирижера, народного артиста СССР Владимира Теодоровича Спивакова. Итак, наслаждаемся цитатами
из ее книги «Не все». Как-то Женю Кисина спросили, давно ли он знаком со Спиваковым. Женя ответил, прищурив глаза и как бы считая про себя, с присущей ему уверенностью. Больше половины моей жизни. Это правда. Сейчас ему 30. А знаем мы его с 1984 года, когда ему было 12, а на вид лет 8. Впервые Володя пригласил его выступать с виртуозами Москвы в Ереване. До этого у Жени был первый сольный концерт в консерватории и выступление с оркестром под управлением Дмитрия Китаенко. Мы знали о существовании этого чуда-мальчика. Спиваков слышал его игру. И вот они выступили вместе на фестивале «Виртуозы Москвы. Трудящимся Армении». За 2 недели прошло 12 концертов. Там же отметили 40-летие Спивакова. Женя тогда был маленьким, щупленьким, с тоненькой шейкой и впалой грудью, с копной курчавых, каштановых волос, нереально объемных. Как я потом выяснила, проведя с Женей много времени в поездках, он моет голову чуть ли не каждый день. Эти летящие кудри обстричь коротко невозможно. За пару дней все снова обретает объем, как куст. Он выходил в те годы на сцену в белой рубашечке и пионерском галстуке. Не могу сказать, как он играл. Это даже была не игра на инструменте, а разговор с Господом. Это невозможно было слушать без слез. Невозможно было думать о чем-то другом. Даже самый выдающийся музыкант не может забрать всего внимания публики. Бывает только какая-то вспышка, которая перенесет вас в другое измерение. А Женя играл так, что в каждой ноте открывался какой-то космос. Все обычное, сиюминутное забывалось, обесценивалось и меркло. И ничего подобного в своей жизни я не слышала и, наверное, не услышу. В его исполнении уже тогда поражала не виртуозность, не техника, а необыкновенная глубина, мудрость, зрелость не по возрасту. Ребенок словно был пришельцем. Историческая заслуга Жени Кисина, как пианиста 20 века, в том, что он раздвинул рамки возможностей владения инструментом. Он поднял планку пианизма. Поколение, пришедшее через 10 лет после него, даже страдает от этого. В последние годы я часто слышала осуждения. Такой-то играет, как молодой Кисин. Или это шикарный пианист, но не Кисин. Он стал эталонной величиной на многие годы вперед. В общении Женя был странным. Всегда с ним ездили мама и педагог Анна Павловна. Ему и сейчас с ними хорошо, удобно. Они его среда. Анна Павловна – его неотъемлемая часть. Существует знаменитый роман Трилби, откуда пошел термин «цвингализм», о педагоге Цвингали, внушившем певице, что она гениальна. Когда та выходила на сцену, он всегда сидел в зале. В день его смерти она перестала петь. Женин случай далек от романного, но Анна Павловна на ранней стадии сделала Кисина и до сих пор, как играющий тренер, все время с ним занимается. Она живет в одной квартире с Кисиными и является членом их семьи. Может быть, кого-то раздражает необходимость всегда и всюду приглашать их вместе, платить за их перемещение, но приходится мириться. Для Жени она талисман, и обе эти женщины – его команда. Сам факт, что человеку 30 лет, а он не расстается с педагогом, нетипичен. Не надо думать, что Женя просто инфантилен, что он мальчик, которым управляют. Он упрям, у него свои принципы. Переубедить его крайне сложно. Он знает, чего он хочет и живет так, как ему удобно. Эти люди, его родители и его педагог, создали для него кокон, в котором он существует, и ничто не мешает ему заниматься главным. В детстве он был мальчиком интровертным, малоразговорчивым, с недетским поведением. Представить его веселящимся было невозможно, поэтому если Женя шел куда-то играть в футбол или рассказывал анекдот, это воспринималось как невероятное событие. Помню нашу с ним смешную первую поездку за границу. Осенью 1985 года были Дни культуры СССР в Венгрии. Пригласили Ленком, виртуозов Москвы и другие творческие коллективы. Володя хотел взять с собой Кисина, а замминистра культуры Георгий Александрович Иванов сказал: «Кисин никуда не поедет, это ребенок не очень здоровый».
Почему-то считалось, что если Женя не такой, как все, он нездоров. Он должен проходить школьную программу. На гастроли ему еще ездить рано. Я, как замминистра культуры, говорю, он никуда не поедет. На что Спиваков ответил, а я, как Владимир Спиваков, говорю, что он поедет. Хлопнул дверью так, что посыпалась штукатурка. И пошел прямо к Демичеву. Надо сознаться, что Петр Нилович очень Володю любил. Петр Нилович, я ручаюсь вам за него, как за себя. Он должен поехать со мной. Либо не поеду я, сказал Спиваков. И Кисина выпустили с нами. Он выступал с виртуозами Москвы и сыграл сольный концерт. Его игра произвела в Будапеште эффект разорвавшейся бомбы. Меня всегда покоряла Женина неутомимость. Он может выйти играть бисы 1, 2, 5, 8 раз. Когда был маленьким, мама с Анной Павловной махали ему из зала: «Женя, довольно». У него были какие-то внутренние алгоритмы поведения. Никогда не забуду, как он играл с виртуозами в Питере, в зале филармонии. Анна Павловна сидела во второй от сцены ложе, а Женя всегда отдавал цветы в зал учительницы. И тогда ему тоже подарили букет, и он полез, карабкаясь по белым балясинам, обхватывая колонну, чуть ли не с букетом в зубах. Весь зал замер. Это сейчас Женя Кисин стал тем пианистом, который переиграл со всеми выдающимися дирижерами мира. Конечно, кто как не он этого достоин. Принимать его у себя все почитают за честь. И это правильно, и слава Богу, что его не заперли надолго под замок, как не очень здорового мальчика. Родись он на 20 лет раньше, не знаю, как сложилась бы его судьба. Женя Кисин очень педантичный и точный человек в том, что касается цифр. У него феноменальная память. Он помнит день и час, когда впервые встретил вас. И неважно, случайное это знакомство или близкая дружба. Он вспомнит даже, в каком платье вы были в тот день. Тут же добавив, кто из великих родился в этот день. Или под каким знаком зодиака. Он мог быть фантастическим шахматистом или астрологом. Его мозг как уникальный, совершенный компьютер, хранящий сведения, которые могут пригодиться или никогда не пригодятся. Маленьким Женя писал замечательные ироничные стихи. Однажды на гастролях в Тель-Авиве он преподнес Спивакову поздравление с днем рождения на бланке отеля с характерными ивритскими закорючками. Весь иудейский народ встречает сейчас Новый год. По счастливому совпадению у вас сегодня день рождения. Примите же сердечные поздравления от комсомольца Кисина Евгения. Желаю провести его счастливо под ярким знойным солнцем Тель-Авива. Здоровья, счастья вам и оптимизма. Желаю вам дожить до коммунизма. Приближались его 16 лет. Володя был с Женей в Японии. Когда японцы спросили Спивакова на пресс-конференции, кого он считает первым пианистом на сегодняшний день, Спиваков ответил: выдающийся русский пианист конца 20 века Евгений Кисин. Японцы засмеялись. Володя приехал возмущенный. Он просил представителей фирмы Yamaha подарить Жене рояль. Казалось бы, что им стоило? Но они ограничились какой-то электронной клавиатурой. Я должен купить ему рояль. Почему ты? Если не я, никто не купит. Мальчик должен заниматься на рояле. И мы стали искать маленький рояль. Мы продали какую-то картину, добавили еще отложенные для других целей деньги и собрали нужную сумму. Уезжал на Запад наш большой друг, пианист Борис Бехтерев, с которым Володя много лет играл вместе. Его отъезд был для моего мужа большой драмой. У Бори был малюсенький, старинный Стейнвей Миньон. Мы купили его, отполировали, настроили. Для Спивакова было наслаждением преподнести этот подарок именно так, как он срежиссировал. В день 16-летия грузчики привезли Жене рояль с запиской от Спивакова на пюпитре. Папа его рассказывал, что когда Женя пришел, увидел рояль, прочитал записку, он даже крышку в первый момент не смог открыть, настолько был потрясен. Кисин – гигантский музыкант. У меня есть все его диски, я слушаю их в одиночестве, когда мне очень хорошо или очень плохо.
Я хожу на его концерты. Особо любимые произведения – Рахманинов, 23-й концерт Моцарта, Лист. Конечно, Кисин гений, и ему некого расталкивать локтями, ибо там, где он плывет, нет никого. В 30 лет у него начисто отсутствует карьеризм. Он талант не изломанный, а гармоничный. Дай Бог, чтобы гармония окружала его всегда, чтобы его охраняли любящие руки, крылья его ангела. Никогда не забуду, как в одном из своих первых интервью Женя Кисин ответил на вопрос, что такое счастье. Счастье – это мгновение и вечность. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!